Эмили Раташковски – удивительная девушка. Воплощая образ идеальной глянцевой красотки, она декларирует приверженность феминизму, а публикуя галереи откровенных снимков в Instagram, высказывается против сексистских стереотипов. Раташковски последовательно отстаивает собственное право быть сексуальной, за что ей часто достается. Знойную шатенку критикуют за поверхностность суждений, а ее горячие фотосессии – за желание нравиться мужчинам, что в определенном контексте кажется потворством патриархату. Справедливо ли? Давайте разбираться. Популярность к модели пришла 5 лет назад. Весной 2013 года в сеть попал видеоклип на песню Робина Тика, Фаррелла Уильямса и рэпера Т. и Блуэт Линис. В ролике Дайн Мартел бравый трио плейбоев резвится в компании 3 полуобнаженных красоток, одна из которых – та самая Эмили Раташковски. Клип жестко раскритиковали за объективацию и пропаганду сексуального насилия, настолько явную, что 20 британских университетов запретили песню к публичному прослушиванию. Но все это уже не важно, ведь Эмили успела засветиться, а в версии 18+, еще и полностью обнажиться. Раташковски, активно эксплуатируя собственную сексуальность, строила карьеру стахановскими темпами. Вслед за съемками в клипе Тика в ее фильмографии появилась роль в видео Марони 5 Ловисами Боды, а затем, еще и горячий эпизод в фильме «Исчезнувшая» Гони Гирл с Эбианом Аффлеком. Горячее музыкальное видео перемежалось не менее горячими фотосессиями юной американки. В 2014 и 2015 годах модель снялась в купальнике для Sports Illustrated, в сексуальном белье для ДТ и совсем без белья для GQ. На Instagram Эмили подписано почти 20 миллионов человек, но навряд ли среди них найдется хоть один, кому не понравятся ее модные съемки, селфи и круглогодичные фотографии в купальниках, а то и вовсе без них. Впрочем, сейчас портфолио Эмили – это не только откровенные роли и съемки в мужских журналах, но и целый набор рекламных контрактов с брендами А-списка, ткне, Керастаси, DL 1961. Недавно к своему резюме Раташковски прибавила и титул дизайнера. Прошлой осенью модель выпустила коллекцию купальников Inamorata Swim, для которой сама и стала лучшей рекламой. Коллекция разлетелась вмиг, и этой скорости есть простое объяснение. Так, как Эмили, демонстрировать купальники сможет далеко не каждая. То, что ее главный козырь – безупречная внешность, Эмили прекрасно понимает. Об этом она в декабре 2016 года сама рассказала австралийскому Oyster. Спортивная фигура, длинные густые волосы и большие карие глаза – такая красота в любой стране мира будет канонической. Однако за рядами однотипных фотографий, демонстрирующих, как щедро Эмили одарила природа,
скрывается феминистская противница объективации. Во всяком случае, такой Раташковский считает себя сама. В каждой статье обо мне обязательно пишут что-то вроде: «О, она такая горячая, она настоящий секс-символ». И при этом, представляете, разбирается в политике. И вот это яркий пример сексизма. Почему одно невозможно без другого? Вопрошала Эмиля в интервью американскому Марич Лири. И правда, почему? Могут ли в голове сексуальной особы уживаться любовь к обнаженным снимкам и искренний, неподдельный интерес к насущным проблемам, в том числе, связанным с угнетением женщин? Мы – это не только наше тело, но это не значит, что нас нужно стыдить за то, что мы их показываем, и за нашу сексуальность, написала она в эссе, посвятив его двойным стандартам в обществе. В феврале я имела честь выступать на митинге в Нью-Хэмпшире. Мне хотелось поддержать кандидата, в которого верила. Однако в сети многие пользователи мои действия поняли иначе. В ответ на свою речь о важности равной оплаты труда, отпуска по беременности и родам, а также о проблеме экономического неравенства, я получила комментарии, что страдаю от избытка красоты и отсутствия мозгов. И тогда я поняла, что женщин часто обвиняют в намеренном поиске большого внимания. О мужчинах так не говорят. Наша культура содержит двойной стандарт, продолжила Эмиля. В том же эссе модель вспомнила трагедию в Квинси, когда в августе 2016 года была убита молодая девушка. Местная пресса, рассказывая об убийстве, проиллюстрировала материал селфи девушки, который взяла в ее Instagram. Один из комментаторов сказал, что бедная девочка копировала Ким Кардашьян, и добавил, что поэтому она должна была быть готовой как к хорошему, так и к плохому вниманию. Это подтверждает идею, что яркий макияж некоторые преподносят как причину убийства. А если бы жертвой оказался мужчина, его бы обвинили в том, что он привлек к себе внимание злоумышленников. Женщина должна иметь возможность быть собой. Мы не должны быть обязаны объяснять каждое свое движение, не должны извиняться за желание получить внимание. Обществу следует по-другому смотреть на всех своих членов, написала Эмиля. К ее персоне можно относиться по-разному, в сети можно найти десятки самых разных обращений к модели, в которых ее осуждают даже сами феминистки. Последний советует каждый шаг оценивать критически, выясняя истинные причины, по которым девушка хочет быть сексуальной. Впрочем, у Эмили есть ответы на все вопросы, и на этот тоже. Я думаю, что многие люди считают, что если женщина сексуальна, то это противоречит идее феминизма. Но когда женщинам говорят, как они должны одеваться и как себя вести, это является большим противоречием и ущемлением наших прав,
заявила она в интервью Harper's Bazaar. В этом она действительно права. Каждая женщина может делать и говорить то, что хочет, и никто не может судить ее за это. Фото: Getty Images, Instagram.